Всем огромный привет, дорогие уважаемые коллеги! С вами вновь Алена Пестова. Сегодня вы на моем YouTube-канале. Сегодня буду делать разбор ваших работ. Вы прислали мне красивых и не очень корректных работ. Хочу объединить вас всех в категорию мастеров, которые почему-то очень некорректно фотографируют. Вы, даже те, кто делают довольно-таки хорошую, красивую технику, очень плохо работаете с визуалом. Я буду разбирать, вы узнаете свои работы, поэтому давайте начнем вот с такой довольно-таки приличной, красивой работе. Я не буду говорить, в общем, про то, что мне нравится, я буду говорить про то, с чем нужно дорабатывать. Во-первых, мы здесь видим недоработки. Раз, два. Углы рта недоимплантированы цветом. Мы видим здесь участки, где недоработана плотность цвета. Есть неровности наложения цвета. Форма, в принципе, нормальная. Вот здесь вот отдельно у нас гуляет контур. Это свидетельство того, что, скорее всего, есть проблемы с переводом этой части. Здесь мастер, скорее всего, тоже не соблюдает угол наклона. Есть здесь однозначно проблема с фиксацией кисти руки. Когда местами контур ярко выражен, а местами он не доработан, это свидетельство того, что рука не поставлена у мастера. Стоит обратить внимание на фиксацию раз. Скорее всего, пробегает очень быстро специалист по зоне, боится, возможно, контурной линии. В конце, после окончания самой работы, можно доуплотнять контур и приконтурное пространство, соединяя воедино контурную линию и основную растушевку. Это будет вызывать, во-первых, визуальный экстаз у всех тех, кто смотрит на страничку. Однозначно будет хороший заживший результат. Вот здесь тоже покажу сразу же другим цветом. Центральная часть арки Купидона тоже не доработана. Либо там блик тоже проскочила очень быстро мимо центральной части, не зафиксировав ее. Здесь есть нюансы, как работать с этой сложной зоной. Эта зона имеет иное строение, в отличие от других зон. Здесь есть специфика имплантирования контурной линии. И также есть определенные алгоритмы, которые позволят мастеру более плотно и насыщенно отрабатывать эту зону ввиду того, что есть изменение самой ткани. Углы рта у нас имеют одно строение, контур-приконтурное пространство, другое строение. Чаще вот в этой зоне есть гранулы, железки, которые возвышаются над поверхностью кожи. Там технически нужно правильно дорабатывать для того, чтобы еще больше продающей была картинка. Здесь нет отека, но здесь и лично для меня недостаточно уложен цвет. Я бы здесь еще завершала более насыщенно и плотно отрабатывала для того, чтобы получить хороший заживший результат. Здесь мы видим с вами точки отдельно поставленные на губах. На подобной ткани я бы рекомендовала, во-первых, повышать скорость на блоке для того, чтобы пиксель стал более мелким. Это первый момент. Дальше можно брать иголочку-троечку для того, чтобы пушить в самом завершении, чтобы было очень красиво. Либо отрабатывать пигментами, в составе которых диоксид титана имеет мелкий помол. Вот у нас, допустим, в пигментах Innovation в конце я бы, допустим, завершила пигментами Innovation, либо каплю Innovation добавила в цвет, который имеет вот эту плотность. Основной цвет может остаться тем цветом, которым вы отрабатывали, но в конце для продающей картинки этого прям вот недостаточно. Я просто всегда топлю за продающую картинку. Если, конечно, не придираться, то это нормальная работа, но хочется, чтобы работы были более идеальные. Собственно, я думаю, не просто так мастера перманентного макияжа пишут нам на страничку. Значит, есть какой-то вопрос, значит, есть какое-то неудовлетворение, потому что вы ждете оценки. И вот оценка такая. В принципе, нормально, на троечку скатит, но хочется поставить 5, потому что задатки у этого мастера, конечно же, есть. Четкость, ровность, идеальнейший эскиз и так далее и тому подобное. Все очень круто. Но нужно работать с плотностью наложения, с продающей картинкой. Продолжим дальше. Это тот же самый мастер. Обращаю внимание еще раз. Красивые ровные контурные линии, нижняя граница заусенчиками. Но когда я присматриваюсь близко, я смотрите, что вижу. Чистая работа. Я понимаю, что здесь, возможно, еще требуется доработка при помощи консилера, там, ретуши. Это чистая работа. Если не придираться, если не нужно продавать там что-то, то работа хорошая. Но, еще раз повторюсь, я рассматриваю с точки зрения продающей картинки, и вот здесь вот есть вот эти вот неровности. Если бы здесь была идеальная контурная линия, которую можно проводить более тонкой иголкой, более мелкими движениями кисти руки, повышая вольтаж, работать с контурной линией более светлыми оттенками, то можно было бы дать прям максимальную вкусняшку и красоту. Вот здесь вот мне еще недостаточно вуали,
О чем это? Мне хочется, чтобы там была красивая градация цвета, уложить пигмент таким образом, чтобы не было видно пикселя, но при этом была такая легкая вуаль, легкое оттемнение, которое, ну еще раз повторюсь, при продаже ваших работ будет выглядеть еще более вкусно. Технически выполнено нормально, линия роста волоса, ее недостаточно, и хочется уложить более плотно, затемнить и уплотнить цвет при помощи большего количества проходов, для того, чтобы это смотрелось еще более сложно, более объемно, чтобы это продавало и приводило вам еще больше народа. Этот участок, давайте отметим его зеленым цветом, самый опасный участок, переход от века. Тут тонкая кожа, кусочек, так скажем, внешней границы головки брови, как будто бы имеет более грубые пиксели, а там как раз-таки нужна плавная градация цвета, сходящая на нет. То есть вот здесь у нас стоит плотно, здесь должны быть средние оттенки по укладке, вот сюда, где отмечаю желтую стрелочку, должен быть разлив цветом, то есть переход от темного от плотного. И при помощи вот таких сложных, еще раз повторюсь, укладок вы будете еще вкуснее продавать, это будет больше нравиться, это однозначно. Больше будет нравиться вам, больше будете чувствовать свою уверенность в работе, свои видения, свои подходы и, ну, собственно, будете больше продавать. Следующая работа мастера по перманентному макияжу — это Марина Бондарь. Отработана здесь наша машинка Кобальт, длинноходная машина и пигменты Nice и Face. Я очень сильно люблю более ровные спинки на губах. К комиссуру заходить ровные, аккуратные линии. Красивый эскиз – это залог качественных и больших продаж. Выехала за пределы красной каймы, там по порам прошлась, может быть, это такой запрос. Но вот здесь можно было прям, ну, эскизирование сделать более умным. Здесь арка Купидона довольно-таки ровная, не буду придираться. Вот этот участок, он, конечно, здесь нам абсолютно был не нужен. И вот эта вот часть тоже, я бы ее здесь прям скорректировала. То есть вот эти бугры, которые у нас появляются на спинках верхней губы, они не дадут вам такого продающего и большого хорошего результата. С этим нужно побороться. Это нужно пересмотреть и составлять эскизы более грамотно. Ну, может, она, конечно, так лежит, но навряд ли. Если мы видим уже, что специалист выехал за пределы красной каймы, то это уже свидетельство того, что есть объем лишний, который здесь, в данном строении губ, абсолютно не нужен. Дальше пигменты Face и Nice. Это плотные пигменты. Тот и другой производитель, это у нас, ну, довольно-таки насыщенные яркие оттенки. Здесь бы в конце тоже завершала либо тройками, либо закатывала еще плотнее, чтобы вот эти точечки не появлялись. Дальше слушайте внимательно. Так как мастер работает длинноходным оборудованием Кобальт, в связи с тем, что быстро, возможно, делает вот эти вот движения кисти руки, плюс максимальная натяжка, средняя скорость на блоке, вот как раз-таки появляются вот эти точки огромные. Они, еще раз повторюсь, не нужны. И самое главное правило в работе с длинноходными машинами – это делать иногда очень маленькие и аккуратненькие стежочки. Такое ощущение, как будто вы подкапываете. Первые проходы вы можете отработать так же, как вы и работаете, но в завершении сделать вот этот проход, если вы не хотите менять пигменты. Это не будет давать вам вот как раз-таки вот этих точек. Выровнит, даст вот эту вот красивую россыпь бриллиантовую. На длинноходных машинах можно работать без чрезмерного отека, без синяков, без различных ссадин. Здесь есть синяки, вот он синячок, и вот он синячок. Это не блик, это, скорее всего, как раз-таки чрезмерное надавливание вот этой фиксирующей правой рукой, плюс сильное надавливание в работе с длинноходным оборудованием на мягкие ткани. И вот чтобы такого не получалось, вам как раз-таки нужно урегулировать штрих, сделать его либо короче, не сильно придавливать рукой, потому что как только вы сильно надавливаете кистью руки, у вас как раз-таки оголяются все сосуды, они подходят ближе, вы травмируете еще сильнее, плюс идет надавливание на сосуды, на лимфатическую сеть, отсюда, собственно, появляются синяки. А чтобы не появлялись синяки, можно использовать прямо в процессе работы тоником в миксе с бальмом для губ. Он сразу же снимает эти отеки. Пользуйтесь и не благодарите. Центральная часть недоработана, и слизистая тоже не до конца проработана. Когда отрабатываете слизистую, нужно приоткрывать рот и заходить туда под другим углом и более сильнее нажимать в самом завершении. Из любых губ, из любых бровей можно сделать максимально продающую картинку. Здесь этого недостаточно, потому что мастер не доработал. Следующая работа у нас будет Саида, выполнена машинкой Must P10 плюс минеральные пигменты Алены Пестовой. Во-первых, вот здесь вот у нас завалилась
контурная линия, скорее всего, была, которую потом мастер пытался сравнять, расширить. Вот она идет, которая здесь не нужна была. Давайте про форму. Здесь вот у нас клиентка лежит, еще раз повторюсь, это не продающая картинка, лежит на простыне на медицинской, которая дает блик на камеру и делает ваши фотографии сине-зелеными. Такого быть не должно. Когда вы фотографируете модель, не нужно снимать из-под носа ее. Можно же было взять красивый ракурс, который продал бы эту картинку. Здесь головка бровей недоработана, форма бровей, хвост. Обращаю ваше внимание, что ее природный хвост смотрит в одно направление, а тот, который дорисован, почему-то клюет вниз. Это не должно происходить таким образом. Построение формы должно быть более гениальным и повторять вот эту вот красивую форму родных бровей, которые и так с эффектом лифтинга. Здесь это не выполнено. Технически нет переходов, головка пустая. Вот здесь должно было появиться еще красивое растушевочное, вот так вот покажу. Я, конечно, понимаю, что я вот эту вот историю все сейчас делаю, рассказываю, но где-то слова иногда недостаточно. Мастеру очень важно ставить руку. Если у вас где-то не получается, вы всегда можете пройти курсы офлайн, которые есть у нас в Академии, в Казани и в Москве. Вы можете приезжать ко мне. Я, конечно, не каждый день даю мастер-класс, но все равно я их провожу и в режиме реального времени. У нас есть тренеры компании, которые делают просто изумительные работы. Вы всегда можете приехать, всегда можете отработать. Ваша задача, еще раз говорю, ставить руку, учиться у сильнейших, как бы это грубо сейчас не звучало. Да, технически выполнено вроде бы неплохо и, скорее всего, там хороший заживший результат, потому что здесь выполнено, я думаю, минеральным пигментом 6,7, либо чистая шестерка. Остаток здесь будет, но мне всегда недостаточно ракурсов. Не понимаете, как фотографировать? И так куча мастеров перманентного макияжа, которые сейчас уже бесплатно делятся, как держать ракурс. Не втыкайте немножко, приезжайте, покажем все с радостью и будете и красиво делать, и красиво фотографировать и продавать. Здесь действительно технический навык нормальный, где-то скачет рука, это не страшно, это можно отработать. Обратите внимание на штрих, настроить машинку Mast P10 таким образом, чтобы она давала еще красивые пиксели. Mast'ом P10 можно делать красивые работы. Попробуйте снизить вольтаж, а потом поднять вольтаж. И посмотрите, как машина будет себя вести на высоком вольтаже и на слишком низком вольтаже. И обязательно нужно быть подписанным на YouTube-канал на наш. Здесь проходят мастер-классы, мы делимся и записываем много для вас интересных форматов. Обратите внимание на этой модели, на построение формы. Здесь я бы тоже, кстати, поработала с формой. Мне немножко не нравится вот этот вот бугор над внешней границей бровки. Я люблю, когда спинки бровей прямые. Мне прям недостаточно здесь ровности спинки и красиво разлитой теневой растушевки, красивой пудровости. То есть прям не хватает, почему-то она клюет вниз. Этого быть не должно. Все женщины практически взрослые, молодые, совсем молоденькие, средние, любого возраста любят брови с эффектом лифтинга. Поэтому здесь зачем модель держит эффект лифтинга, это можно было сделать при помощи перманентного макияжа. С чем мастер немножко не справился. Не скажу, что плохо, но есть с чем поработать. Обратите на это внимание. Давайте поедем далее. У нас Екатерина Ижевск, машинка Xion S, губы пигменты Nice. Здесь есть отеки. Все, сразу же. Первое – это отек. Это некорректно. Скорее всего, очень сильно копаешь и хочешь достичь результата при помощи надавливания на кожу. Такого быть не должно. Здесь есть отек на нижней губе. Вот он прям. Здесь волдыри, которые тоже не должны быть. Я не буду говорить, я не вижу здесь контур-приконтурное пространство, но здесь стоит обратить на это внимание. Дальше. Машинка Xion S. Во-первых, должны быть аккуратные штрихи в завершении работ. Пашет, скорее всего, длинный, прям такой хороший штрих, который нужно урегулировать. Пиксели в завершении работы такие яркие, насыщенные не должны быть. Слизистая должна быть более четко отработана, меньше надавливаний. Вольтаж можно подснизить, либо опять поднять, то есть поиграть с скоростью в работе с Xion и делать, еще раз повторюсь, спокойные такие нежные, аккуратные движения кистью руки. Попробуйте скорость движения руки сделать медленнее. Xion умная машина, замечательная машина, но, еще раз повторюсь,
То, что я вижу здесь, это немножечко агрессивно. Нужно быть обязательно подписанным на наш канал. Здесь есть видео, как я строю эскиз, как я работаю на губах. Вы можете посмотреть, это все бесплатно. Мы специально это для вас снимали. Там есть крутейший просто мастер-класс на тему губ в помадном прокрасе. Посмотрите, пожалуйста. Там разные подходы. И, кстати, я могу сказать, там идеальнейший просто заживший результат, который я здесь креплю. И что хочу сказать, там не было отека вообще. Хотя работала я там длинноходом. Ксион — это короткоход. И получить такой отек — это свидетельство того, что отработано агрессивно. Да, здесь может быть такой момент, что это выполнено на губах, которые прям очень сильно отекают. Но, скорее всего, здесь все-таки пропахало более-менее нормально, ввиду того, что кожа толстая и хотелось быстро закончить работу и получить быстрый заживший результат. Попробуй, пожалуйста, Катюша, сделать штрих короче и обязательно напиши в комментариях вот здесь под постом, получилось ли у тебя. И если не получилось, все равно пиши комментарий, что не получилось. Будем искать большое количество инструментов, будем давать больше советов для того, чтобы все-таки губы получились здоровские. В принципе, очень хороший тандем. Nice и Ksion. Это здорово, ничего менять не надо, но нужно поменять технический подход в работе со сложной, толстой, пористой кожей на губах. И брови тут, и губы более-менее нормальные, формы нормальные, но вот хочется, еще раз повторюсь, чтобы вы все из сложного исходника получали красивые губы, потом в тексте прописывали. Вот такой был исходник, было сложно, посмотрите, как я могу. И именно такие сложные работы сегодня продают в Инстаграме, потому что люди насмотрелись тошнотворных, зализанных работ. На идеальных губах могут работать практически все. И последний на сегодня будет у нас с вами самая продаваемая техника в перманентном макияже. Сегодня это губы в 3D технике. Давайте рассмотрим. Вот первая работа. Это один и тот же мастер работает. Контурные линии у нас здесь вот прям завалено. Пигменты Ханафи относятся к высоко кроющим и очень ярким насыщенным оттенкам. И у них есть темные цвета и даже Carbon Black в составе губных оттенков. Будьте аккуратны в работе с этими работами. Елена Давыдова отработала губы Ханафи, машинка Mast Пузатик. Я так понимаю, здесь должна была случиться техника 3D Lips. Это яркие насыщенные контурные линии и красивые переходы в слизистую губ. Но здесь есть одна самая ключевая ошибка – сделать эффект 3D Lips, не докрасив слизистую. Это недоработанная работа, поэтому здесь я буду жесткой. Извините, конечно, пожалуйста, но я буду верить в то, что вы не обидитесь, а вырастите на моих комментариях, потому что я вам, дорогие мои коллеги, зла не желаю. Я хочу, чтобы весь мир перманентного макияжа реально делал красивые работы, а ваши клиенты просто вот так вот делали вас. Здесь этого не случится, потому что слизистая недоработана, углы рта недоработаны, прям сразу же показываю, вот они пустые просто. Комиссуру вы должны зайти плотной насыщенной линией и, ну, понятно, не соединяя ее, но зайдя максимально в складку и отработав. Дальше опять вот эти вот борты, которые я просто терпеть не могу, когда мастера это очень ярко выводят за пределы контура. Это не должно здесь быть. Недоработана центральная часть вообще по верхней губе. Почему недоработана? Потому что застыковали штрихи вот таким вот образом. А здесь должны быть наложения. Вот это должно быть вот так, сейчас покажу. Я штрихую вот так. Раз. Это проход по 0,5 сантиметра. Дальше, смотрите, вот это вот центр. Я продолжаю проходить внахлёст друг на друга. Раз, два, три. Вот прям видно, я делаю одним и тем же цветом. Дальше смотрите, что должно произойти, каким образом должен быть выполнен стык. Опять выхожу из этого штриха, меняю немножко направление и закрываю центральную часть. По центру я прохожу раз штрих, два штрих и наложение 3 слоя. Вот. И тогда у вас центр будет выкрашен, закрашен и не будет там пустот. Длительное время вы должны постоять на центральной части. Перескочил с этой центральной части, ну, получилось вот то, что получилось. Центр слизистая. 3D Lips отрабатываем темными цветами. Каким образом вообще можно делать 3D Lips с разными оттенками, которые я покажу здесь. Дебют, пигмент, драма, там, глинтвейн, лейла. Могут случиться и плотные, яркие, фуксиевые оттенки. Но можно на самом-то деле 3D Lips сделать одним плотным, насыщенным цветом. Каким образом это делать? Допустим, вы берете один пигмент Медуза. Я, кстати, показывала это на мастер-классе. Проходите первый проход по губам.
Давайте прям покажу. Делает левша. Мастер-тренер Алина Денисова у нас относится к разряду людей, которые работают левой рукой. Если левша, вы можете вообще с радостью приехать к Алине Денисовой на мастер-класс, и вы будете говорить с ней на одном языке. Это очень здоровская тема, потому что учить левшу может однозначно не каждый тренер. Потому что там мозг наоборот у них. И постановка рук другая, и штрихи другие, и положение кисти рук, и вообще тело, туловище другое. В общем, вот смотрите, это красиво получилось. Давайте я теперь покажу 3D-эллипс одним цветом. Вот вы проходите, первый проход делаете, делаем основным цветом, проходим, да, медузой, полностью закрываем губы. Ну, понятно, нам контур сделали, прошли вниз до слизистой, опять прошли, сделали проход, еще один проход, да, закрыли цвет. Вот это все прошли. Проход сделали, еще один проход сделали, довели до плотника. Дальше берете эту же медузу и уплотняете контур-приконтурное пространство вот таким вот зонтиком. То есть раскладываете цвет и контур выделяете, делаете его более насыщенным, закрываете. Выделяете вот 1,5 примерно 2 миллиметра контурную линию, выделяя. Не надо вот такой борт делать из плотного цвета, а тут не докрашивать. Это ерундистика полная получается. 3D-шка, она может быть, еще раз говорю, с ярко выделенным приконтурным пространством и контурной линией. Важно технически просто чуть дольше отработать на контурной линии и получить не эффект вот этих губ, которые съели помадой в течение, да, там всего дня. Это ужасно смотрится, но время-то поменялось, мы же с вами мудрые, мы с вами учимся, у нас есть куча бесплатных уроков, смотрите, делайте, включайте, ну, как говорится, свои лампочки в голове и выполняйте замечательные работы, за которые вам никогда не будет стыдно. С вами была Алена Пестова, ссылки все прикрепила, переходите, смотрите ссылки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, следите за новыми уроками. Специально для вас мы бесплатная информация. Учимся и обязательно записываемся на курсы офлайн. До скорых встреч, дорогие друзья!